Альма, ее муж и трое младенцев бегут из-за этого насилия с того места, где они жили. Всем привет из Колумбии! Давайте сегодня поговорим о мультфильме Encanto с точки зрения того, как его видят колумбийцы. В этом видео я разберу для вас 10 основных тем через призму истории, культуры и местного символизма, ну и немножко психологии. В первую очередь скажу, что в этом фильме будут спойлеры, поэтому если вы еще не смотрели мультфильм, остановитесь, пойдите посмотрите и возвращайтесь к этому видео. В идеале я бы посмотрела мультфильм, послушала бы это видео, потом мое второе видео, в котором я разбираю культурные особенности Колумбии, представленные через визуальные образы, а потом снова посмотрела мультфильм уже с новым видением, с новым знанием. Так вы насладитесь глубиной этой истории еще больше, а также теми усилиями, которые вложила команда в создание Encanto, и за это им отдельное спасибо. Перед началом своего списка 10 пунктов я бы хотела упомянуть автора музыки и песен Лин-Мануэль Миранда. Он создатель успешных бродвейских мюзиклов «На высоте» и «Гамильтон». Если вы еще не слушали «Гамильтон», тоже очень советую. Вам станет более понятен особый стиль автора и его влияние на Encanto. Ну и также по желанию послушайте все песни в оригинале на английском, одна главная песня на испанском. Они того стоят, даже если вы не владеете языком. Конечно же, начну с того, что музыка является безумно важной частью колумбийской культуры. Смешение рас между афроевропейцами и коренными жителями создает в Колумбии музыкальное разнообразие, которое меняется от региона к региону. В Encanto в какой-то момент появляется аккордеон немецкого происхождения и основной инструмент баджаната, музыкального жанра колумбийского карибского бассейна. Брат Кумби, мелодии которой также звучат на протяжении всего фильма. Центральная песня мультфильма «Me Encanto», которую поет Карлос Вивес, это современная версия баджаната с аккордеоном, смешанного с чампетом. Еще один ритм, зародившийся в колумбийском карибском бассейне и популярный в таких городах, как Картахена, это сальса, хотя она и не колумбийского происхождения. Она популярна по всей стране, и город Кали является ее главным центром. Так как я упомянула смешение рас, давайте поговорим об этническом разнообразии. В Колумбии в мультфильме можно увидеть персонажей, особенно детей, разной внешности и оттенков кожи. Это потому, что Колумбия мультиэтническая страна. В ней проживают аж 84 различные этнические группы. Правда, 85% населения не относит себя ни к какой специфической этнической группе, так как все очень смешаны. Метиса в центре – это смесь коренных народов Колумбии и испанских завоевателей. А темнокожий ребенок – это самбо, ребенок африканских рабов, привезенных когда-то на территорию Колумбии, и метиса или коренных народов. Очень радостно, что это разнообразие отразили в мультфильме. Encanto вдохновлен Колумбией, и никого здесь не удивляет, что на него повлиял магический реализм. Магический реализм – это литературный жанр, который развился и расцвел во всей Латинской Америке, но особенно в Колумбии. Великим мастером магического реализма является Габриэль Гарсия Маркес и его знаменитый роман «100 лет одиночества», который, в принципе, является золотым стандартом магического реализма в литературе. Причина, по которой этот жанр был настолько популярным в Латинской Америке, это то, что формы магического реализма существовали в этой культуре всегда. Детям, по крайней мере раньше точно, всегда рассказывали истории, которые произошли и, в принципе, вроде как звучали обычными и нормальными, но в них всегда были элементы невероятного, чего-то волшебного, если хотите. В произведениях магического реализма есть вымышленная реалистичная обстановка, в которой есть элементы магии внутри нее. И они представлены в виде фактов, то есть так просто есть, без каких-либо дополнительных объяснений. Теперь мы знаем, что мультфильм был вдохновлен магическим реализмом, потому что даже авторы говорят о том, что они вдохновлялись не только Колумбией как страной, но и также этим литературным жанром, которым Колумбия так известна на самом деле. В мультфильме вы можете это увидеть именно через образ бабочек. Бабочки были повсюду в работе Габриэля Гарсия Маркеса и на протяжении 100 лет одиночества. И в каждом важном событии, которое мы видели на протяжении Encanto, бабочки летают и оставляют свой важный след, который чудесным образом представляет собой магический реализм, оставленный нам иконой колумбийской литературы. Бабочки в Encanto появляются на одежде Марибель, как брошка у бабушки, в виде узоров на стене или на обоях, на заколдованной свече, также когда Бруно создает новое видение для Мирабель, потом в сцене примирения у реки или в начале во время создания Касситы.
Что же они означают? «100 лет одиночества» повествует нам об одиночестве, но не кого-либо, а об одиночестве одной колумбийской семьи. В романе «Желтые бабочки» всегда возникали там, где появлялся один из героев романа Маурисио в Вавилоне, и они следовали за его возлюбленными. Бабочки символизировали преодоление одиночества через любовь. Также и в «Энканто», когда в конце фильма Марибель обнимается с бабушкой, появляются бабочки как символ преодоления раздора через любовь. Но позвольте мне прояснить один момент. «Энканто» Диснея — это не магический реализм, а на самом деле нечто противоположное. У нас есть волшебная обстановка, волшебная предпосылка, но с элементами реальности. И эта реальность исходит из черт характера, семейной динамики и семейных проблем семьи Мадригаль. Единственное, что действительно похоже на магический реализм, это то, что мы не получаем объяснения того, почему происходят определенные вещи, откуда берется магия, почему она произошла и как каждый из членов семьи вообще получает свои магические способности. Например, была ли Луиза самой сильной 5-летней девочкой в семье, поэтому именно она получила сверхсилу? Возможно, а может быть это просто случайность, и мы не знаем. Вы не получите никаких объяснений, и если вы поклонник магического реализма, вы понимаете, что вещи просто такие, какие они есть. И все. Ну и одна тема — это происходящее волшебство, а совсем другая — это те реальные события, которые заложены в основу истории «Энканто». Вполне вероятно, что временная шкала для «Энканто» была на рубеже прошлого столетия. И теперь немного об истории Колумбии. Есть так называемая тысячедневная война, которая произошла между 1899 годом и 1902 годом. Это был бунт либеральной партии после того, как консервативная партия фальсифицировала выборы для того, чтобы сохранить контроль в стране. Эта гражданская война вызвала гибель от 100 до 150 тысяч человек, что на то время в Колумбии составляло 2,5% от населения страны. В мультфильме мы видим, как Альма, ее муж и 3 младенцев бегут из-за этого насилия с того места, где они жили. И это, по сути, закладывает начало этого поселения в горах. Это поселение находится в горах, потому что они бежали от насилия, что действительно часто происходило в реальности, и это очень трогает всех колумбийцев, когда они смотрят этот мультик. Даже если они родились намного позже, они все равно слышали об этом от своих прадедушек, прародителей, а также истории о перемещениях людей, которые эта война и последующая за ней гражданская война вызвали в стране. Миллионы колумбийцев потеряли все и были вынуждены оставить свои дома и бежать от насилия в другие регионы. Это, конечно же, сказывается на сегодняшнем экономическом и социальном положении дел в стране. В своей поездке в Амазонию мы даже лично пообщались с мужчиной, у которого были усадьбы, земля, и он потерял абсолютно все. У него было всего лишь полчаса для того, чтобы просто покинуть свой дом. Грустно на самом деле. То, как авторы включили эту тему в историю «Энканто», иллюстрирует, как насилие и гражданские беспорядки могут привести к перемещению невинных семей, и как человек может стать беженцем не по своей вине. Это также показывает, как травма насилия и перемещения влияет на людей на всю оставшуюся жизнь, и как эта травма может передаваться из поколения в поколение. И я думаю, что сейчас это важная тема для мира в целом. В «Энканто» мы видим, как семья убегает через реку. Река называется Каньо Кристалес. Это очень красивая, важная для Колумбии река. И в контексте ранее описанного конфликта много людей погибло именно в реках, или тела их были сброшены в реки. То есть это такой целый пласт истории здесь раскрыт. И тут же мы видим, что появляется магия, и это символически тоже как дух колумбийцев, которые верят, что несмотря на тьму всегда есть свет. Еще несколько трагических моментов, относящихся уже больше к истории 20 века, можно увидеть в эпизодах, когда магия исчезает и Касита рушится. Например, образ Марибель, покрытый пеплом. Здесь на ум колумбийцу приходит трагедия Вармера, когда взорвался вулкан и вулканические грязевые потоки унесли жизни 20 тысяч жителей. А сцена с бабушкой в обломках дома резонирует с трагедией в Бахае, когда партизаны сбросили цилиндрическую бомбу с гвоздями на военизированное формирование Объединенных сил самообороны Колумбии, но она приземлилась в церкви, где прятались 300 человек, и взорвалась, что унесло жизни 119 человек. Возможно, авторы не вкладывали именно эти исторические события в замысел сюжета «Энканто», но я вам обещала взгляд именно колумбийский, и он включает в себя, к сожалению, такие эпизоды истории, которые являются важным фактором формирования последующего развития общества и являются основой для того послания, о котором я скажу в конце этого видео. Еще одна тема, которая отличает «Энканто» от других диснеевских фильмов: здесь нет злодея. То есть нету никакого злого персонажа, который бы хотел украсть магию или разрушить семью. Проблема в фильме раскрыта через угасание волшебства. Персонажи начинают терять свои силы, а Мирабель пытается выяснить, в чем дело, для того, чтобы остановить этот процесс и спасти свою семью и Каситу.
И здесь важно обсудить персонаж бабушки. Возможно, для многих ее образ покажется негативным или даже токсичным, но для многих колумбийцев, выросших в сильном матриархате из-за ранее описанных событий, утери мужчин и тех трагедий, которые старшее поколение женщин здесь пережило, бабушка воспринимается немного под другим углом. Может показаться, что она пытается представить идеальный сильный образ для города, но на самом деле она пытается защитить свою семью и свое сообщество. Она так сильно хочет защитить магию, потому что она верит, что это источник успеха для всего города. Она верит, что свеча подарила им 3 таланта, которые помогли им процветать. Теперь мы должны вспомнить ее историю и понять, что она была травматизирована насилием. Она знает, что может пойти не так. Она знает, какие могут быть наихудшие варианты развития событий. И поэтому она так отчаянно пытается схватиться за то, что у нее есть. Она пытается защитить свою семью и сообщество, и поэтому она до последнего держится за созданный ею мир из любви и из страха. Она не хочет, чтобы их будущее было похоже на ее прошлое. Но есть и другая семейная динамика, которая задает эмоциональные оттенки сюжета на протяжении всего фильма. Мы можем увидеть, что фильм играет с восприятием. Некоторые персонажи кажутся определенными, но потом мы видим, что они на самом деле другие или чувствуют что-то совершенно противоположное. Или есть события, которые нам представляют что-то определенным образом, но когда мы видим другую сторону событий, мы понимаем, что это не совсем то, что произошло. С одной стороны, это очень весело, а с другой стороны, именно в этом проявляется та реалистичность, о которой я говорила ранее. И я чувствую, что мы все можем соотнести себя с одним или даже с несколькими персонажами этого мультфильма. Итак, несмотря на то, что Луиза кажется сильной, жесткой, что она все сможет вынести, а Изабелла выглядит идеальной и как будто она не может ошибаться, через их песни мы видим, что все 3 сестры не такие, какими они кажутся. Мы видим, что каждая из 3 сестер борется за свою идентичность и за свою роль в этой волшебной семье. Что касается Мирабель, очевидно, что она не обладает магическими способностями, и она постоянно пытается проявить себя и доказать, что она имеет место быть в этой семье. Да брось, мам! Я хочу быть такой же полезной, как остальные родственники. И несмотря на то, что Изабель кажется идеальной, и вся ее жизнь была просто цветами, мы на самом деле видим, что она готова пожертвовать своей жизнью, своим будущим для того, чтобы оставаться идеальной дочерью и внучкой в этой семье. А я не хочу за него выходить! Я согласилась на это ради семьи! А в песне Луизы мы слышим, как она поет о огромном давлении и о том, что не только ее семья рассчитывает на ее силы, но и также все сообщество, город рассчитывает на ее силу. Она всегда решает проблемы, она всегда что-то делает, она всегда помогает, и это давление разъедает ее по сути. И она также чувствует, что если бы она не могла делать то, что она делает, у нее не было бы цели. Какова вообще ее роль в семье, если она не суперсильная? Мы все можем соотнести себя с каждым из персонажей этой истории в какой-то мере, но если посмотреть на это через призму истории Колумбии, можно увидеть, насколько эти образы сильны в колумбийском обществе. Интенсивное давление на детей для того, чтобы они добились чего-то в жизни и не повторили судьбу прародителей, попытки детей доказать родителям, что они все могут, что они сильные, самые лучшие и вообще достойны. Это все глобально можно описать как попытка избежать страданий. Ты должен быть талантливым для того, чтобы избежать страданий. Ошибка недопустима. Но не все могут быть особенными, и это окей. Мультфильм в какой-то мере имеет очень важный посыл для колумбийцев. С одной стороны, это о том, что, конечно же, важно оценить всех талантливых людей, которые есть в этой многострадальной стране, но только если люди будут трудиться совместно, у них получится отстроить эту страну. Это не только и не столько о талантах, не обязательно быть новой Шакирой или Карлосом Вивесом. Это о том, чтобы объединить свои усилия и работать сообща. Это единственный путь. Это именно то, что помогло вернуть к жизни Каситу, сплоченность, поддержка и любовь. А на личностном уровне посылом также является важность коммуникации, потому что не всегда мы можем знать точно, что на душе у наших родных и близких, а все может оказаться совершенно по-другому, и важно интересоваться и учиться открытой коммуникации. Также давайте детям свободу быть собой, отпускайте контроль, и не сравнивайте себя ни с кем другим, только с самим собой, ведь каждый из нас особенный по-своему. Обязательно напишите мне в комментариях, что вы думаете по поводу всего услышанного, согласны ли вы или у вас совершенно противоположное мнение, удивило ли вас что-либо из рассказанного мной. Нажмите ниже, чтобы посмотреть еще одно видео, которое вам может понравиться, и не забудьте подписаться на канал, будет еще очень много интересного. До встречи!